Как сделать слайд-шоу в блендере? Первым делом вверху в верхней панели выбираем видео editing, затем добавляем нужные нам файлы, фотографии. Выбираем их сразу все. Add image strip, добавляем и видим на таймлайне у нас здесь в левом нижнем углу один файлик добавился. Но это все наши фотки здесь. Правой кнопкой нажимаем Separate Images, то есть разделить изображение. Здесь нам нужно выбрать, на протяжении какого количества кадров будет отображаться одна отдельная фотография. По умолчанию сейчас у нас идет в настройках 24 кадра в секунде. А видео по умолчанию у нас будет длиться сейчас 250 кадров. То есть, ориентировочно примерно 10,5 секунд. Чтобы здесь ничего не менять в настройках, давайте разделим, у нас 3 фотографии, разделим эти 250 на 3, и получается по 83 кадра на одну фотографию. Окей. Решаем, видим, да, что вот наши 250 кадров вот здесь заканчиваются. И как раз, в общем-то, 3 фотографии у нас как раз вот укладываются в этот интервал, в этот отрезок. В принципе, слайд-шоу готово. Можем проверить. Вот, фотографии меняются, чередуются. Но меняются они, чередуются резко, да, мы можем сделать это покрасивее. То есть, чтобы они плавно переходили одна в другую. Это можно сделать стандартными средствами, но можно упростить эту вещь, это дело, и упростить мы можем это с помощью одного аддона. На YouTube-канале MetaPerson есть такой мужичок, который сделал аддон. Переходим по ссылке, которую... Здесь вот этот урок, это туториал по использованию этого аддона, но он на английском. По этой ссылке переходим. Скачиваем аддон. Правой кнопкой на Row нажимаем. Сохранить ссылку как. И сохраняем туда, куда нам нужно. У меня просто уже сохранен этот аддон. Затем возвращаемся в Blender. Заходим в Edit, редактирование, Preferences, настройки, аддоны, Install нажимаем и выбираем, находим наш сохраненный аддон, нажимаем его и устанавливаем. После того, как он установился, справа у нас появляется такая кнопочка Slide Tools. Ее не было. Это вот как раз таки есть этот аддон для слайд-шоу. То есть Slide Tools, то есть инструменты слайд-шоу. Что нам нужно сделать? Нажимаем, выбираем Align Strips. И здесь нам нужно выбрать количество кадров, на протяжении которых будет происходить плавный переход. То есть количество кадров, на протяжении которых фотографии будут пересекаться. Давайте сделаем полсекунды, к примеру, 12 кадров. Enter. Окей, и вот что видим, что у нас здесь произошло.
Но сейчас пока что все работать не будет. Видим, также все происходит резко, да. Что интересно, приоритет получает верхняя фотография. Она показывается от начала до конца по таймлайну. Что нам нужно сделать, чтобы начал происходить плавный переход? Еще раз, Slide Tools, Cross Strips, то есть пересечение элементов назначается. И видим, появляются такие квадратики. Да? Здесь у нас пересечение элементов на 12 кадров. Но мы можем сделать это пересечение гораздо более длительным. Берем, выделяем правый край этого элемента, этой фотографии, и просто его вытягиваем. Здесь тоже увеличим. 250. Давайте проверим. Довольно быстро первое пересечение и довольно гораздо дольше второе пересечение происходит. Давайте берем немножко, почистим экран, берем ненужные нам разделы, увеличим. Тут можем добавить музыку к нашему слайд-шоу, add добавить, звук, sound. Выбираем приготовленную композицию, add sound strip. Так, вот, он у нас готов. Можем чуть ее сюда двинуть, поднять на один уровень. А сюда, на этот уровень, мы добавим надписи к нашим фотографиям. Как это сделать? Add добавить, текст. Сюда мы вытягиваем ее. Также по таймлайну делаем ее достаточно длинной, чтобы эта надпись была на протяжении всего показа первой фотографии. И здесь мы можем редактировать вот этот текстовый элемент. Например, можем написать фото 1. Enter. Видим, да, у нас поменялось здесь. Здесь у нас можно стили, здесь можно добавить скачанные шрифты, фонт. Здесь можно жирным сделать. Курсив. Здесь у нас размер шрифта. Цвет шрифта можно поменять. Сделаем белым, какой и был. Также здесь у нас добавляется тень. Также рамочка. Рамочку берем. И здесь у нас местоположение надписи на экране регулируется. Так, ниже сделаем. Окей, добавим еще один текст. Текст у вас будет, он не привязывается к какой-то определенной фотографии, он у вас будет отображаться на экране ровно столько, сколько вам будет нужно. Вы его растягиваете на таймлайне хоть на сколько фотографий, да? И здесь можем также его отредактировать. Сюда передвинем, чтобы нам было видно, что у нас получается с этим текстом. Поменяем надпись. Другие фото. Опа. Также сделаем жирный, с наклоном. Увеличим размер. Поменяем местоположение. Что у нас осталось сделать? У нас осталось отрендерить получившееся слайд-шоу. Здесь справа выбираем место, где мы будем сохранять. Я выбрал рабочий стол. Называем наше видео. Здесь выбираем
JPEG, качество 100%, метадата. Вот, и в принципе нет, ошибочка вышла. Выбираем FFmpeg видео. И здесь выбираем MP4. Так, выбираем здесь для звуковой дорожки MP3. Здесь можем выбрать разрешение, которое нам нужно. И здесь нажимаем Render Animation. И вот начался рендер нашего слайд-шоу. Ну, нам это не обязательно. Мы можем это и здесь посмотреть. Такое слайд-шоу у нас получилось с помощью такого довольно полезного аддона.